Стратегия орла. Автор из Ленирам читает Кэт Вилд. Из записок инсайдера. Очередной сбор банта на общаге начался с погрома. Собственно, предсказуемо. Сначала начал громить свою комнату Чунгук, потому что Став наводил здесь порядок. Давно пора было бы уже, если честно. Не то чтобы Бантана общага осталась единственным неубранным островком в Сеуле. Но здесь бардак властвовал даже над хаосом. К тому же макнешинские завалы уже грозили перерасти в пандемию, заткнув за пояс все существующие на данный момент пандемии. И покусился на святое. На кучу карандашных набросков и внушительный слой пыли на барабанах, по которому в разрезе можно было бы уже изучать Бантана историю. Чунгук орал, что эта пыль хранит в себе силуэты его вдохновений. И еще много других пафосных слов, которым научился у лидера. Вторым начал громить свою комнату Намджун, потому что Став в его отсутствие как-то неправильно поливал его древовидное карликовое семейство. Семейство не пострадало, и даже выглядеть стало как-то пободрее, но для лидера, привыкшего все держать под личным контролем, найти повод докопаться, расплюнуть. Третьим громить свою комнату начал Юнги. И у Юнги оснований было больше всего. Потому что куда, блядь, вы мои дели старые штекерочки? Они не просто так были запихнуты в эту железную банку. Это вообще не банка, а сейф. Это же раритет. Я его с детства хранил. Ну ладно, пусть не с детства, пусть с дебюта. Но нехер было лапать мои раритетные штекерочки своими непрофессиональными руками. Джин сколько мог держал оборону и не давал бушующим свинтусам дозвониться до клининговой команды. Но когда увидел, что на кухне ситечки и шумовки оказались после уборки сложены в совершенно ином бездарном порядке, потому что они, блядь, не валялись как попало, я организовал их хранение так, чтобы они всегда были под рукой, тоже взбеленился. Сохраняли профессиональное спокойствие только Хасок, Чимин и Тэйхён. Правда, у Тэйхёна этим спокойствием было замаскировано чувство глубокой благодарности к Стафу за то, что они наконец разгребли его свалку в углу из вещей и пустых упаковок от вещей, которые незнающие люди запросто могли принять за объект искусства в стиле трэш-арт. Она, конечно, честно сказать, таковой не являлась. Все угомонились ближе к вечеру. Кто-то смирился, кто-то проголодался, кто-то продолжал негодовать, но проголодался тоже. Джин снова сгреб свои шумовки с ситечками, свалил организованные кучи в выдвижной ящик и, выдохнув, начал кашеварить что-то, вкусно пахнущее карри. Тэйхён любит вот это вот состояние, когда нет на сегодня никакого расписания, поэтому можно переодеться в домашнюю халабуду и со спокойной душой заниматься чем угодно. Поэтому он заваливается на диван, сгребает в охапку гука и откровенно бездельничает перед телевизором. «А ты вторую руку тоже будешь забивать?» — водит он пальцами по вязи макнешевских татуировок. «Я, честно говоря, думал», — подает голос Джин из-за кухонного комбайна, «что ты на вот этом смайлике на пальце остановишься. Столько хейта было. Я думал, ты не решился дальше экспериментировать». «Я и не решался», — гнусавит из объятия Тэйхёна Чунгук. «Хён, не дави на горло». Но потом нам Джонни Хён сказал мне про стратегию орла. «Это еще что такое?» — воодушевляется Тэйхён. «Ну, знаешь, это вообще-то очень мотивирующая штука. Говорят, что единственная птица, которая настолько путает берега, что решает возбухать на орла, это ворона. Причем делает она это примерно как наши хейтеры из-за спины. Садится орлу на загривок и начинает клевать в шею. Орел мог бы суетиться, пытаться возбухать в ответ, пытаться сбросить эту суку со своей шеи. Но орел поступает гораздо мудрее. Он просто поднимается все выше и выше, пока ворона не начинает задыхаться. Вороны же так высоко не летают. И не падает с него сама. Замертво. «Ух ты!»
Восторженно хрустит морковкой Чимин, пристраиваясь к кухонному столу. Джин снисходительно чистит ему еще одну и дает в нагрузку капустную кочерышку, которую тут же утаскивает Юнги. «Ага», — кивает Чонгук. «Вот мне лидер и сказал. Надо просто подниматься выше и выше, пока хейтеры не задохнутся от недостатка кислорода. И я тогда решился». «И как высоко ты собираешься забраться, солнце?» — склоняет голову к плечу Тэйхён. Недвусмысленно двигает бровями. «Я тут подумал...» «Там, говорят, больно», — хихикает Чонгук, прослеживает Тэйхёна взгляд и краснеет. «Ну, небо, как говорится, бесконечно, так что...» «Я тут себя поймал на философской мысли», — начинает Джин. «На какой такой ты себя мысли поймал?» — ехидно округляет глаза Юнги. «Завали овощерезку, мелкий. Никакого уважения к старшим», — парирует Джин. «Уф, вот сейчас нормально», — кивает Юнги. «Узнаю Хёна, а то я прям испугался». «Да это вообще крутая штука. С такой стратегией можно позволить себе делать все, что хочется, просто не останавливаться на достигнутом». Продолжает развивать тему Орла Макне. «Если бы компания позволила тебе делать то, что ты хочешь, Чонгуки, то твои клипы транслировали бы максимум на канале Animal Planet». Глубокомысленно трясет над головой недорезанным цукини старший Хён. «Я подумываю наведаться в магазин. Что-нибудь из обуви тебе присмотреть?» Объявляет высунувшийся из-за дверного косяка Хасок. «Кто со мной?» «Нет», — утыкается лицом в диванную подушку Чонгук. «Упаси бог», — фыркает Джин и засовывает голову в холодильник. В основном для того, чтобы достать пучок зелени. Ну и для усиления эффекта от сказанного тоже. «Пусть это будет кто-нибудь, кто не я», — машет рукой Юнги. «Какой-нибудь другой самоубийца». «За что они так с тобой, Хён?» — пищит Чимин, таская со сковородки подрумянившиеся грибочки. «Да потому что бесконечно долго можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как бежит вода и как Хасок выбирает обувь в магазине», — поясняет Джин, вернувшись в реальный мир из недр холодильника. «А я думал, что Хасоки Хён просто берет в магазине то, к чему страшно прикоснуться даже продавцам, нет?» — искрит чувством юмора мелкий. «Знаете что?» — бурчит Хасок. «А пошли-ка вы в задницу». «А пошли!» — кивает нам Джун радостно и утаскивает Хобби в свою спальню. «Давно не виделись, скучали», — умильно провожает их взглядом Чимин. «А пошли!» — начинает Юнги, ласково теребя мелкого за плечо. «Не могу. У меня индивидуалка в студии», — вдыхает Чимин и оставляет на темечке маэстро мягкий поцелуй. «Вечером вернусь и сходим обязательно». «Вот», — тычет след скрывшимся за поворотом коридора нам соком Джин. «При известной доле таланта и находчивости можно даже поход в задницу превратить в приятное путешествие. Это все на тему твоей стратегии орла». И весь его вдохновленный вид искрит абсолютно доминантой пафоса над человеком.